Никогда еще такого не было, друзья, никогда. Я не помню, чтобы об президента Америки так вытирали ноги. 21 мая, и мир вчера вошел абсолютно в новый период своей эпохи. Китай в лице Синьцзипиня объявился королем мира. Публично дал Трампу пощечину и сказал: «Дорогой мир, у меня есть свой гавкающий шакал, который за меня порвет любого на этой планете». И вот, друзья, с этой, можно сказать, чудесной новости я и хочу сегодня начать эфир. Но новость совершенно не чудесная, потому что вчера дали совместную конференцию Си и Путин. В общем, я вам хочу рассказать, что произошло в Пекине, какие они сделали заявления. Теперь, мне кажется, он прямо официально так объявил, Си, что я новый Шархан джунглей, а это мой говорящий табаки Путин. Ладно, поехали. С чего началось видео? Люди мне даже не поверили в Телеграме, когда я писал. А они говорили про новый миропорядок. Будет также опубликована совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Вы слышали? Мы сегодня объявляем миру о новом миропорядке. Запомните эту фразу. Не мы хотим, не мы предлагаем. Мы катаем свою катку. Ты хотел Трамп в покер, а мы тут в буру в секу поиграем. То есть все, решение принято. Без вас, без Америки, без Европы. Это ж не саммит, это какая-то коронация. Си там короновал сам себя. Назвал царем джунглей. И при этом, вот давайте посмотрим, кто сидит рядом. Вы же понимаете прекрасно. Потому что когда дали слову Путину, все, что он мог, это он подгавкивал. Я тебе косточки буду носить. Царь, царь, царь. Ну, смотрите. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Видели? Услышали? Вот это и есть вся суть современной России в одном кадре. Помните, как у Киплинга в книге «Джунглей» тигр Шерхан? Главный хищник, хитрый, холодный, знает, чего хочет. А возле него всегда крутится вот этот вечно шакал. И звали его Табаки. Шакал не охотник. Шакал такой подгавкиватель. Он бежит за тигром и так подвывает. Да, Шархан, конечно, Шархан. Я для тебя, Шархан, все что угодно. Все леса отдам, всю нефть, весь газ. Что там он еще, уголь? Друзья, Си сегодня это Шархан, а Путин это Табаки. Кровавый шакал, который сидит рядом и подгавкивает. Да-да-да, Си, конечно, Си. Мы для тебя, говорит, сырьевой придаток. Нефть дадим тебе самую дешевую. Газ дадим тебе вообще еще дешевле. Все, что хочешь, Си. Это же не партнерство. Это тигр и шакал. Знаете, я вам хотел еще показать третье видео. Там вчера Трамп рассказывал, что я самый лучший президент на планете Земля. Через 3 года американцы будут о мне думать как о самом лучшем президенте в современной вообще истории и несовременной тоже. Так он считает. Знаете, а он же всего 4 дня назад сидел в Пекине вместе с Си, получил заказ на 200 Боингов. По всему миру говорит: я гений, я договорился, я самый великий переговорщик. И вот спустя всего 4 дня после его отъезда тот самый Си приглашает Путина и при всем мире говорит: король Америки голый. Я вот, смотрите, только что 4 дня назад общался с вашим этим Трампом. Он очень слабый. С ним никто не хочет иметь дела. Та же Европа, он ее распугал, расшугал. Они от него шарахаются. Он разосрался со всей Европой. Единственный, кто у него был, в Венгрии, и того нету, Орбана. А мой Табаки рядом. И у него что есть? Ядерное оружие. А у вашего что? Украшения. У него больше нет ни одного союзника в мире. Он об всех вытер ноги.
Это, друзья, не геополитика, это просто такая оплеуха Трампу наотмашь с разворота при всем мире, демонстративно, на публику. Об него вытерли ноги. И вот он сейчас, наверное, будет звонить всей Европе и говорить, мы же должны быть вместе, мы же Запад, мы же демократия. И потом они опубликовали, как он и пообещал, 47 страниц, эти пункты своего нового миропорядка. Мне кажется, Трамп сегодня будет в Твиттере писать очень много, либо вообще будет немая пауза. Потому что там они официально поставили свои подписи и ударили по личной программе Трампа. Конкретный пункт их совместного плана нового мероприятия, что любимая игрушка Трампа «Золотой купол», глобальная противоракетная оборона, 170 миллиардов долларов, космос, земля, перехватчики, защита Америки от ракеты. Вот Си и Путин взяли там и написали. Это угроза стратегической стабильности. Это серьезные негативные последствия для мировой общественности. Понимаете? Ни Иран, ни Северная Корея, ни Си Цзиньпинь, ни Путин. Они лично это подписали. Это первый раз в современной истории, когда Пекин и Москва очень скоординированно ударили так вот наотмашь по президенту США спустя 4 дня после его визита. Трамп, конечно, пожмет плечами. Как это? Это же мой дорогой друг. Он же 200 Боингов заказал. А Си продолжает дальше. Говорит, у меня тут есть еще одна пощечина. Знаешь, говорит, дорогой Трамп. А нет, даже это к Трампу не относится вообще. Это ко всему миру. Знаете, он всегда прятался, скрывался. И тут начинается самое опасное для нас. Они включили пункт для Украины, где Си своей подписью на этих 47 страницах зафиксировал, что в войне в Украине виноваты так называемые первопричины. Это же полностью путинский термин. Под первопричинами Путин что говорит? Расширение НАТО, угроза безопасности России. Украина сама виновата. И знаете, 8 лет Си играл в нейтральном таком режиме. Я за мир, я посредник, я хочу дипломатии. Ну, мы же это слышали, понятно. А сегодня все. Говорит, запомните, 20 мая 26 года маска снята. Я официально расписываюсь под региональной войной для Путина. Виновата НАТО, виноват страх России. Украина должна признать первопричиной. Это же уже не нейтралитет, это уже официальное соучастие, это подпись. Сегодня любой китайский чип в российских шахедах, ракетах, это же уже не случайная торговля. Это официальная политика КНР. И сегодняшнего дня подписанная Си лично. 20 мая 26 года в Пекине. При этом там троллят Путина, у него все акции обрушились, рынок посыпался, потому что дружба. Ну ты же шакал, табаки. Поэтому «Сила Сибири 2» не подписана. Говорят, хороший проект, но не сейчас. Давайте попозже. И Песков выбежал, поныл, говорит, ну это ж коммерческие, но мы приближаемся. Вот бегает они 10 лет с этой «Силой Сибири 2», хотят заменить Европу. А на таком поводке он шакальчика держит. Говорит, я же хочу тебе отдаться уже полностью, все, что есть у меня. Эта труба еще на 50 миллиардов. А там говорят, не, сыночек, ты очень маленький еще. Ты там воюй. Никаких цен, никаких объемов, мы ничего сейчас фиксировать не будем. И там же самое прикольное, что перед самым этим визитом Путина Си дал команду закупить 4 огромных танкера сжиженного газа у Трампа. То есть он их разводит обоих. Демонстративно наплевал, говорит,
Пуй, ты мне еще скидочку не дашь, я могу Трампа купить. Спокойно. Вот такая ситуация. А труба, говорит, сила Сибири потом. Только когда мы решим, что это по нашей цене, и вообще Сибирь наша. Это такая, знаете, не знаю, вообще жесть. Путин ехал, кстати, в Пекин просить. Понятно, уехал с пустыми руками. Только нефть будет идти. Ну, правда, дешевле в 1,5 раза. Но русским же все равно. Ну, газ будет идти. Ну, еще больше, еще дешевле. Ну, трубу за 100 миллиардов построят, когда Си захочет. И по цене Си построят. Там же рухнули акции даже этих каких-то производителей в России. Ну, посыпались. Они ожидали, что Путин будет махать листиками. Знаете, мне вот кажется, что под вот эту всю ерунду, что не просто так они сейчас объявили вот эти резко ядерные учения в Беларуси. Это под вот этот новый миропорядок. Что кто-то только дернется, вот смотрите, мы уже тут грозные. У нас не только есть шакал, гиена и все на свете, Путин, а у нас есть еще один маленький с усиками. В общем, там еще они в декларации сделали ключевой пункт. Они обвинили во всем Америку, что она себя ведет по законам джунглей, что мир туда скатывается. Закон джунглей. Даже тут оно пересекается. Вы видите, наверное, поэтому у меня и прошла ассоциация. Говорит, мы не дадим ему скатиться. Теперь будем править и руководить миром мы. Один уже шакал пытается сожрать соседнюю страну. Бомбит города, уничтожает, бомбит роддомы, стреляет ракетами по детским садам. А второй угрожает Тайваню каждый месяц. Прессует определенных людей миллионами. Эти два товарища пришли и сказали, вы знаете, в мире нарушаются правила. Все скатывается к закону джунглей. Они сами закон джунглей. Они хищники. И они в тех джунглях, которых боятся все цивилизованные иностранные. Я вчера сделал вам видео про Германию. Видели, что там происходит? В общем, объявили новый порядок, где они сами будут жить по своим законам, по своим законным джунглям, но уже как цари. При этом, знаете, это не лицемерие, это официально, можно сказать, рейдерский захват собственных джунглей. И границы джунглей они будут устанавливать сами. Старого хищника признали виновным, сами сели на его место и нацепили корону. Ну, давайте по-другому посмотрим на эти ядерные учения. Почему именно за 2 дня до полета они это объявили, Трампа туда? 60 4 солдат, 64 тысячи Искандеры, тактическая ядерка. Случайность, совпадение? Да нет, 100% это под этот визит. Не бывает таких совпадений. Это силовая подпорка под коронацию Си. Си же сказал «я», он не сказал «мы». Я сегодня вечером в декларации объявлю новый миропорядок. А Путин табаки в этот момент параллельно показывает свои ядерные клыки. Если кто-то с новым миропорядком не согласен, знаешь, что у нас есть 2 сумасшедших. Это работа в паре. Тигр так диспетчером выступает, шакал кусает за ноги всех, кто ему не аплодирует стоя. Но все равно главное же послание тут не Зеленскому, не Мерцу. Главное послание это все-таки лично Трампу. Ты уже старенький президент.
по сравнению с нами слабенький. Сиди тихо. Мы с шакалом приняли решение. Не дергайся. Если дернешься, у моего табаки есть Искандеры. Самое страшное, что Трамп пока ничего не отвечает. Знаете, вся его внешняя политика последних 6 месяцев, это же был огромный танец «Я великий» вокруг пустоты. Он нагадил всем. Европе нагадил, Канаде нагадил, Мексике там что-то плохое сделал. Эти разговоры про Гренландию. НАТО говорит об нулю. А сегодня он остался 1 на 1 с Си. И Си говорит: ты голый. Трамп, ты голый, ты без союзников, ты без альянсов, ты без доверия. Король, ты голый. И это так публично. С табаки на подпевках. И с ядерными учениями на всякий случай. Ну, напишите, что вы думаете. Я понимаю, после таких слов кто-то расстроится, не захочет подписываться на мой YouTube канал. Он все равно называется «Хороших людей больше». В общем, один говорит: я царь, другой гавкает: я с ним. Ну, Лукаш, понятно. Завтра загавкает, я тоже с ним. Озаренок будет верещать. Они вместе ударили по Трампу, по золотому полу его, по его самооценке. Си официально расписался под путинской зоной войны в Украине. Маска снята. В общем, знаете, надо внимательно наблюдать, что будет происходить в ближайшие 2 дня. Какие пойдут заявления. Мне бы очень хотелось, чтобы дедушка Трамп начал обзванивать Европу, рассказывать, как он всех любит, и Америка и Запад едины как никогда. А может, он с ними заодно и скажет: смотрите, они ж далеко за 9000 километров, а мы тут у себя. Они нам отдают Венесуэлу, Кубу, Мексику и все на свете, но пусть себе там устанавливают свои порядки. Говорит, у них же новый мировой порядок в том регионе. Россия служанка китайского императора с ядерными ракетами впереди. Но мне кажется, что с сегодняшнего дня у Запада должна полностью исчезнуть иллюзия, что Си посредник. Си не посредник, Си соавтор войны. Все европейские лидеры, которые сейчас бегают в Пекин, пишут все такое, знаете, всеобъемлющее партнерство. Мерц, Стармер, Санчес. Вот я делал вчера обзор на Германию, забыл добавить. Там кто-то сказал: все партнеры России — это враги Европы. Европа сейчас в Украине заинтересована как никогда. Она останется одна. Если Запад после сегодняшнего дня не ведет никакие вторичные санкции против китайских компаний, хотя они, понятно, не боятся. Диктаторы 47 страниц написали. Ладно, разговорился, знаете, вот ночью вам пишу эмоции. Главная мысль сегодняшнего дня одна. Сегодня в Пекине не произошло подписание декларации. Сегодня произошло публичное унижение президента США. Самое жесткое за всю современную историю. На весь мир объявлен король Америки голый. И ему сказали это в лицо.
И сказал ему это Си Цзиньпинь.